Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую елочную игрушку, символ 2025 года. Вот такая змейка на шаре. Так, покажу вам ее, как она смотрится со всех сторон. Вот такая игрушка. Этот шар станет оригинальным украшением вашей елки. Также можно подарить такую елочную игрушку. Может быть такой красивый вот подарок. Этот шар по размерам вначале скажу, получается он у меня в объеме 20 сантиметров. Вот если вот так замерять шар, когда я его замеряла без змейки, то он получался 20 сантиметров. По расходу пряжи тоже получается немного, полухлопковая, как вы видите, змейка тоненькая, то уходит немного пряжи. И для обвязки шара вот моего тоже ушло пряжи не очень много. И вот такую красивую елочную игрушку сегодня мы с вами вместе свяжем. Для елочной игрушки я буду использовать пряжу Yarnard Christmas в 50 граммах 142 метра. И для змейки пряжу Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров. И также вам потребуется пластиковый шарик, который вы будете обвязывать. И крючок возьму для пряжи 2 миллиметра. Сразу выполним обвязку для шара. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И это колечко затягиваем. В первом ряду 8 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Итак, довязываем до конца ряда, и у вас получится 16 столбиков. Вяжем третий ряд, провязываем 1 столбик и в следующий вяжем прибавку. Так повторяем 8 раз, и в конце третьего ряда будет 24 столбика. Четвертый ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. И так повторяем 6 раз. И в конце четвертого ряда будет 30 столбиков. Пятый ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. 6 повторений, в конце пятого ряда 36 столбиков. Шестой ряд 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка.
6 повторений, в конце 6 ряда 42 столбика. 7 ряд, вяжем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Снова 6 повторений, в конце 7 ряда 48 столбиков. И после 7 ряда в каждом столбике я уже буду вязать по 48 столбиков в каждом ряду, потому что я взяла свой шар, приложила вот к основе, которую связала из пряжи, и смотрю, что ее будет достаточно. Вы тоже берите свою елочную игрушку, свой шар и примеряйте основу. Нужно ли вам провязать больше количество столбиков или меньше. И далее уже можно вязать ровное полотно. То есть вяжем высоту этого своего шара. И вот я уже одела заготовку на шар. Она получается вот как шапочка. И по 48 столбиков связали с 8 ряда по 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ряд. 16 ряда будем делать убавление. Вы смотрите тоже по размеру своего шара. Возможно, вам нужно провязать больше рядов, а потом уже делать убавление. Возможно, меньше. И убавление — это 16 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, оденем маркер для ориентира, 3, 4, 5, 6. После 6 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений и в конце ряда 42 столбика. Вяжем 17 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Таких 6 повторений и в конце 17 ряда 36 столбиков. 18 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Таких 6 повторений, в конце 18 ряда 30 столбиков. 19 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Снова таких 6 повторений, в конце 19 ряда 24 столбика. 20 ряд, 2 столбика, 1, 2, убавка.
Повторяем так 6 раз. И в конце 20 ряда получится 18 столбиков. 21 ряд. Вяжем 1 столбик и убавка. Таких 6 повторений, и в конце 21 ряда 12 столбиков. И последний 22 ряд. Здесь 6 убавлений подряд. Так, довязываем до конца ряда. И вот получился такой обвязанный шар. Вот так. Эту ниточку спрячем вовнутрь изделия. И расход пряжи на такой шар небольшого размера тоже небольшой. Вот у меня был целый моток пряжи. И вот сколько осталось. Я думаю, еще шара 2-3 точно получится. Теперь начинаем вязать змейку. Набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку. В последнюю воздушную петлю ввязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Развернули вязание и с обратной стороны вяжем прибавку. Итак, в первом ряду получилось 8 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 8 столбиков без изменения. Довязываем их так до маркера. Третий ряд. Вяжем прибавку. Надеваем маркер. И 3 столбика. 1, 2, 3. Так довязываем до конца ряда. Прибавка и 3 столбика. 1, 2, 3. Получилось 10 столбиков. Четвертый ряд. Прибавка. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И повторяем второй раз. 4 столбика, прибавка. В конце четвертого ряда 12 столбиков. Пятый ряд. Вяжем 12 столбиков. Довязываем их так до маркера. Шестой ряд. Убавка. И 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Второй раз убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Получилось 10 столбиков. Седьмой ряд. Вяжем 10 столбиков. Довязываем так до маркера.
8 ряд, тоже 10 столбиков. Вяжем их до маркера. И наполняем голову змейки наполнителем. И теперь 9 ряд. Убавка. Тянем маркер. И 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. Получилось 8 столбиков. И по 8 столбиков провязали с 10 по 17 ряд. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Также вот я наполнила наполнителем, как я говорила, голову и совсем вот немножко еще туловища у змейки. Далее полностью змейка будет пустая, без наполнителя. Теперь 18 ряд. Начинаем с убавки. И провязываем, это я вам для ориентира одену маркер, провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получилось 7 столбиков. И с 19 по 33 ряд вяжем по 7 столбиков. Получается всего 15 рядов. Теперь 34 ряд. Начинаем с убавления. Убавка. И довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Получилось 6 столбиков в 34 ряду. И вот получается такое туловище у змейки с 35 по 80 ряд. Это приблизительно вот так. Я провязала по 6 столбиков. И когда вяжете туловище змейки, то берите свой шар и прикладываете, вот смотрите, сколько вам еще нужно провязать, как бы вы хотели, чтобы оно выглядело, вот, и какой длины вязать хвост у змейки. И теперь переходим, у меня это 81 ряд, провязываем убавку. И вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Получилось 5 столбиков. И вот по 5 столбиков я еще провязала с 82 по 100 ряд. И по сантиметрам сейчас покажу. Моя змейка получается, чтобы она поместилась, 36 сантиметров моя змейка. Вы ориентируетесь по своему шару. И теперь вот спрячем вот эту дырочку за передние стенки каждого столбика.
так проходим. И затягиваем ниточку. Дырочку спрятали, вкалываем нитку в середину. Вот выводим ее сбоку. И эту ниточку отрезаем. Получилась такая змейка. Можно сделать утяжку для глазиков, можно оставить так. У меня вот полубусины черные, они где-то 4 миллиметра. Но я сделаю утяжку. Прокалываем иголку с ниточкой, там где будут располагаться глазки, через один вот столбик. Выводим иголку с обратной стороны, тоже вот через один столбик. И теперь эти ниточки 2 стягиваем. Один узелок и второй узелок. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия, и там, где вот углубление, будем брать полубусины и вот так приклеивать. Теперь свяжем корону. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо эту цепочку. Одна воздушная петля для подъема. Этот хвостик сразу будем ввязывать и провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Переходим на второй ряд. Во втором ряду провязываем один столбик, далее столбик тоже второй и пико 1, 2, 3 воздушные петли, и в середине этого столбика делаем соединительную петлю. Теперь один столбик без накида, второй столбик без накида, и из второго столбика вывязываем пико, 3 воздушных петли и в середину столбика соединительная петля, еще один столбик без накида, второй, 3 воздушных петли и провязываем пико, вот соединительная петля, и так довязываем до конца ряда. Пико, еще
И еще один раз повторяем. Делаем соединительную петлю, ниточку отрезаем, оставляем нить для пришивания. Этот хвостик тоже отрезаем, и вот получается такая корона. Теперь вот приколола корону булавками к голове и будем пришивать. За столбики на голове змейки и теперь вот за столбики на короне. И вот так по кругу пришиваем корону к голове. Снова за столбики на короне. Ниточку подтягиваем. И вот так дошиваем до конца ряда, делаем узелок и прячем вовнутрь изделия ниточку. И вот так змейка смотрится с пришитой короной. Теперь берем шар и прикладываем змейку так, как хотим, чтобы она располагалась на шаре. И берем булавочки, прикрепляем булавочками, чтобы было удобней пришивать в нескольких местах. И вот так я прикрепила змейку. И теперь будем пришивать. Я беру нитку для шитья. Вот обычную, можно взять и полухлопковую зеленую пряжу. Или того цвета, какого у вас змейка. Присоединяю. И теперь будем пришивать. Вот присоединилась за столбики на шаре. Теперь за столбики на змейке. Теперь снова за столбики на шаре. Ниточку хорошо подтягиваем. И за столбики на змейке. И вот так пришиваем змейку к шару. Вот такими стежками. И вот получается такой шар. Я еще одела ленточку на шар. И вот так он смотрится с пришитой змейкой. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!